Когда речь заходит о защищенной электронной почте, первым на ум обычно приходит Proton Mail. Но сегодня мы поговорим о его главном и, пожалуй, самом бескомпромиссном конкуренте – сервисе Tuta, который вы могли знать под старым названием Tutanota. Если в двух словах, Tuta – это немецкий сервис зашифрованной электронной почты для тех, кто ставит приватность выше всего остального. В России сервис заблокирован, поэтому для доступа вам понадобится VPN. Стоит ли он таких неудобств? Давайте разбираться. Начнем с фундамента – безопасности. Tuta базируется в Германии. Это обеспечивает защиту данных в рамках европейского регламента GDPR. Но самое интересное кроется в технологиях. В отличие от того же Proton Mail, который опирается на проверенный временем стандарт PGP, Tuta пошла своим путем. Они разработали собственный протокол шифрования. Зачем? Современные решения на основе PGP, включая Proton Mail, отлично защищают текст письма, но не защищают такие метаданные, как тему письма. Tuta идет дальше. Она шифрует не только само сообщение, но и тему письма и даже ваши записи в календаре. Друзья, если вы считаете это видео полезным, поддержите, пожалуйста, нас лайком, подпишитесь на канал и включите уведомления. Это реально помогает видео продвигаться в алгоритмах YouTube. И да, у нас появилось спонсорство. Если хотите поддержать наш проект, можете присоединиться, мы будем очень благодарны. Давайте посмотрим, что там по тарифам. Есть бесплатный тариф. 1 гигабайт памяти, 1 календарь и 0 рекламных трекеров. Если почта нужна для серьезных задач, есть план примерно за 3 евро в месяц. Это уже 20 гигабайт, псевдонимы и возможность прикрутить свои домены. Здесь снова напрашивается сравнение. Если платная подписка Proton дает вам доступ к целой экосистеме с VPN, облачным диском и менеджером паролей, то Tuta — это узкоспециализированный инструмент. Только почта и календарь. Ничего лишнего. Регистрируемся, выбираем бесплатный тариф. И здесь, внимание, уточнение. Не будете пользоваться ящиком, он будет удален через 6 месяцев. Придумываем адрес, дальше пароль, и Tuta может помочь нам его сгенерировать, чтобы был надежным. Важно, при регистрации есть галочка, что у меня нет бесплатных аккаунтов. Я для теста регил с разных аккаунтов и в итоге попал на бан по IP. Защита от злоупотребления. Все, меня приветствуют на зашифрованной стороне и просят сохранить код восстановления. Внимательно, потому что это единственный способ сброса пароля или двухфакторной аутентификации. Сохраните его, желательно в чем-нибудь безопасном. И я сразу попал на такой период, когда в течение 48 часов не смогу отправлять и получать письма. Почему? Для предотвращения злоупотребления и спама. Это не всегда так, но лучше регистрируйтесь заранее, а не в момент, когда вам нужно будет отправить письмо. Можно якобы отправить письмо для более быстрой проверки, отправил, но все равно ждал. Что в главном меню? Проект создается сообществом, код полностью открыт, а фокус сделан исключительно на безопасности, а не на визуальных рюшечках. Интерфейс здесь максимально чистый и минималистичный. Привычное окно ящика с папками. Вверху письма, контакты, календарь. Настройки. Почта. На что хотелось бы обратить внимание. В строке «Поиск» указано «Активирован». Так как Tuta полностью контролирует свой стек шифрования, они умудрились встроить поиск прямо в защищенную среду. Вы ищете нужную информацию, а сервер при этом не знает, что именно вы ищете. Это очень интересная фича, но стандартный поиск охватывает последний месяц. Не ограничено, уже в платной подписке. Для экспорта и импорта писем нужно установить приложение. Оно доступно в Windows, macOS, Linux, Android и iOS, и взять можно на официальном сайте. Но импорт работает только в платных версиях. И да, логично сказать об этом именно здесь. За собственный протокол приходится платить удобством. В отличие от Proton, который, по крайней мере, в платных версиях можно подружить со сторонними клиентами через специальный мост, Tuta абсолютно несовместима с Outlook или Apple Mail. Хотите пользоваться сервисом только через их приложение, ну или веб-интерфейс. Еще ключевое — двухфакторная аутентификация. Это не просто галочка для спокойствия, а критически важный рубеж. Поскольку Tuta не использует привязку к номеру телефона или резервной почте для восстановления доступа, защита аккаунта полностью ложится на ваши плечи. Tuta настоятельно рекомендует использовать физические токены безопасности. Не для всех это удобно. Есть второй вариант — приложения-аутентификаторы. Tuta сознательно отказалась от отправки кодов по СМС. Во-первых, это уязвимо к перехвату, например, через подмену сим-карты. Во-вторых, это нарушает концепцию максимальной анонимности. Сервису незачем знать ваш личный номер телефона. Теперь давайте посмотрим основное. Как происходит сама отправка письма.
Отправлю на обычный Gmail. По умолчанию письмо зашифровано не будет, и об этом Тута предупредит под полем «Тема». Идем в поле «Пиктограмм». Здесь можно сделать письмо конфиденциальным, запланировать отправку, выбрать стиль форматирования текста и прикрепить файл. Давайте вложим что-нибудь. Жмем на пиктограмму замка, и теперь мы можем установить пароль на само письмо, который, конечно, должен знать получатель. Вот и появляется подпись про сквозное шифрование. Я поставил очень простой пароль, и сервис меня об этом предупредил. Все, ваше сообщение шифруется и будет отправлено. В моем ящике все выглядит привычно. Как теперь выглядит письмо у получателя, обладателя обычного ящика? Вот так. Пришло сообщение, что я получил конфиденциальное письмо и инструкция, что делать дальше. Отправитель виден. Нажимаем на ссылку или копируем и вставляем в браузер. Откроется не в ящике, а на безопасной веб-странице Тута. На этой странице просят ввести пароль. Помните, да? Этот пароль нужно сообщить заранее. Например, лично, в мессенджере или по СМС. После ввода пароля письмо расшифруется прямо в браузере, и можно прочитать его текст, а также просмотреть или скачать вложенные файлы. Заявлено, что письмо расшифровывается локально на вашем устройстве, а не на серверах Тута. Когда вы вводите пароль на этой странице, он никуда не отправляется. Браузер использует его как ключ. Сами разработчики Тута не знают ни вашего пароля, ни содержания письма. На этой странице вы можете не только прочитать письмо, но и ответить на него. Ваш ответ, а также любые файлы, которые вы прикрепите, будут автоматически зашифрованы. Ну и в завершении добавление события в календарь. Здесь, в принципе, все очень привычно. Нюанс — попытался добавить контакт, и меня отправили в платную версию. А вот для себя создать событие — это пожалуйста. И да, разработчики заявляют, что данные зашифрованы, и они их не видят. Какой итог? Тута — это для тех, кто выбирает безопасность. И он определенно заслуживает внимания, как минимум для того, чтобы сформировать собственное мнение. И еще, не обязательно выбирать между ним и Proton. Вы спокойно можете завести себе несколько ящиков и использовать для разных нужд. На этом все. Пожалуй, в современном мире главное оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.